Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Василя. В сегодняшнем мастер-классе у нас шапка двухцветная с ушками. Конечно, можно ее связать и без ушек, и одним цветом, все по вашему желанию. Узор здесь легкий, смотрится очень красиво, вяжется легко, всего из 2 рядов состоит. Научимся вязать ровный край. Сама шапочка очень хорошо тянется, она очень мягкая и теплая. Моя шапочка на размер 54-56. Для того, чтобы рассчитать на свой размер, необходимо знать глубину шапки. Можно взять любую свою шапочку, измерить, либо воспользоваться таблицей в интернете, где по окружности и по возрасту даны приблизительные данные глубины шапки. Итак, я сейчас измерю свою шапку. Глубина моей шапочки 20 сантиметров. Далее отворот у меня 6 сантиметров. Получается 26 сантиметров. Плюс я еще беру 1 сантиметр на сборку шапочки. Всего 27 сантиметров. На эту длину я буду набирать воздушные петли. Вы определяете свою глубину шапочки. Нужен ли вам отворот. Делаете плюс отворот и плюс еще 1 сантиметр. Для вязания нам понадобится 2 мотка пряжи. У меня Alize Superlana Maxi. Здесь у нас в мотках 100 грамм, 100 метров. 75% акрил и 25% шерсти. Также понадобится крючок номер 7 и пластиковая игла с большим ушком. Либо бывают еще такие металлические иглы. Итак, нам необходимо набрать цепочку из воздушных петель. Я набираю длиной 27 сантиметров. Это высота шапочки плюс еще отворот. В зависимости от вашей длины и от плотности вязания количество петель у нас может отличаться. Итак, делаем петлю, вставляем крючок, захватили рабочую нить, затягиваем. И набираем воздушные петли. Набрали цепочку из воздушных петель. Далее обратите внимание, измеряем цепочку в нерастянутом виде. Свободно ее кладем на линейку и измеряем. Вот у меня 27 сантиметров. Здесь у меня вышло 35 воздушных петель. Провязываем первый ряд. Вот у нас идет цепочка из воздушных петель. Мы ее переворачиваем, и здесь у нас идут такие перемычки. Мы будем провязывать за них. Вводим крючок во вторую перемычку от крючка. Вот первая перемычка во вторую. И провязываем соединительный столбик, либо его еще называют соединительная петля. Вытягиваем и протягиваем через петельку на крючке. Данную петельку я сразу отмечу. Когда будем провязывать второй ряд, чтобы вам было понятнее, это я делаю для наглядности. Далее мы провязали первую соединительную петлю. Далее провязываем еще 4. Заводим крючок под следующую перемычку. Это у нас вторая. Третья. Четвертая и 5. Всего 5 соединительных столбиков. Далее вводим крючок под следующую перемычку и провязываем столбик без накида. Вытянули петлю, 2 петельки на крючке провязываем вместе. Далее под следующую 2 петельки провязываем вместе. И так провязываем до конца столбики без накида. Получается, мы вначале провязали 5 столбиков соединительных, и далее еще 29 столбиков без накида будет.
Осталось провязать 2 последние петельки. И вот оно, самое последнее, провязываем. Далее в конце мы всегда делаем одну воздушную петлю. Делаем одну воздушную петлю и переворачиваем всегда в одном направлении. Вот, допустим, справа налево. Перевернули. Далее провязываем следующий ряд, второй. Заводим крючок во вторую петлю от крючка. Вот первая, вот вторая. И захватываем заднюю стеночку полупетли. Вытягиваем петельку и провязываем столбик без накида. Далее захватываем следующую, столбик без накида. Итак, провязываем 29 столбиков без накида. Вот провязали 29 столбиков без накида, и последние 5 петель мы провязываем соединительными столбиками. Также заводим за заднюю стеночку полупетли и провязываем соединительный столбик. Первый, второй, третий, четвертый. И последний, пятый, мы провязываем не за заднюю стеночку полупетли, а захватываем обе стеночки. Это наш самый последний столбик. Вот я его специально отметила маркером, так как при вязании его можно даже не заметить. Вот он в конце самый последний. Заводим крючок за обе стеночки и провязываем также соединительную петлю. За обе стеночки мы провязываем для того, чтобы край у нас был ровный. Далее в конце делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и снова начинаем провязывать со второй петли от крючка. Вот первая, вторая. Также провязываем 5 соединительных столбиков. Провязали 5 соединительных столбиков. Далее также за заднюю стеночку полупетли провязываем 29 столбиков без накида до конца. Провязываем в конце последние 2 столбика. Вот самый последний мы также провязываем, захватывая обе стеночки полупетли. Заводим крючок и провязываем столбик. Далее снова делаем одну воздушную петлю, переворачиваем. Не забываем, переворачиваем всегда в одном направлении. И провязываем точно так же, ряды у нас повторяются. Провязывая вторую петлю от крючка, столбики с накидом. Провязываем 29 столбиков без накида. Здесь в конце мы провязываем 5 соединительных столбиков. Не забываем в конце провязать за обе стеночки полупетли. И далее повторяются ряды у нас. Вяжем самостоятельно. Вот я провязала половину шапочки. Получается, здесь у меня всего 30 рядов. И размером она у меня получилось 23 сантиметра. Учтите, что само полотно очень хорошо тянется. Теперь вторую часть мы будем уже вязать другим цветом. Сейчас мы будем вводить нить другого цвета. Самую последнюю петельку я ее распущу. И последнюю петлю уже провяжу другим цветом.
Вытягиваем и провязываем. Здесь у меня соединительная петля идет. Далее мы провязываем, как всегда, одну воздушную петлю для подъема, переворачиваем и будем уже вязать, как обычно, только другим цветом. Получается, также вводим во вторую петлю от крючка и провязываем 5 соединительных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. И далее также 29 столбиков без накида до конца. Вот так вот мы меняем цвет. Кончики нити мы потом здесь спрячем под петельки. Вот я провязала вторую часть. Здесь также 30 рядов у нас идет. Итак, рисунок у нас с обоих сторон одинаковый, но это у меня будет лицевая сторона. Смотрим вот здесь, вот у нас с этой стороны виден переход цветов, поэтому это у меня лицевая, а это будет изнаночная. Мы кладем вот так вот лицевой стороной, будем сейчас сшивать макушку и затем боковую часть. Вот у нас мы закончили вязание, ниточку полностью вытягиваем и продеваем ее в иглу. Итак, иглу мы заводим вот сюда вот под петельки, вот таким образом, с одной стороны и с другой. Вот мы продели нить до конца. Теперь мы ее просто стягиваем. Серединку нам необходимо очень хорошо стянуть и в нескольких местах ее также прошить. Далее мы прошиваем боковую часть. У нас с этой стороны вот идут косички, и с этой стороны также у нас идут косички. Вот с обеих сторон их захватываем и прошиваем.
Теперь мы должны связать вот такое вот ушко. Не забудьте оставить в конце кончик для сшивания. Нам необходимо в кольцо амигуруми провязать 6 столбиков без накида. Делаем кольцо, захватили нить, провязываем. Это у нас будет первый столбик. Всего набираем 6. Первый есть, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Колечко затягиваем. И делаем соединение. Находим петельку, вот они, 2 стеночки полупетли, и делаем соединительную петлю. Сделали. Далее делаем одну воздушную петлю. Это у нас будет уже считаться 1 столбик. В последующие петли мы провязываем по одному столбику. Во втором ряду должно получиться также 6 столбиков. Вот у нас есть первый столбик. В следующую вводим, провязываем второй столбик, третий, четвертый, пятый и последний 6 столбик. Делаем соединение второго ряда, также провязываем соединительную петлю, делаем одну воздушную петлю, и в третьем ряду мы делаем прибавки. В каждую петлю мы провязываем по 2 столбика. Всего в третьем ряду будет 12 столбиков. Здесь у нас первое есть, провязываем еще второй столбик, в следующую 2 столбика. И так далее. Всего 12 столбиков. Делаем соединение. И следующий 4-й ряд мы провязываем без прибавок. В каждую петлю мы провязываем по 1 столбику. В 5-м ряду мы делаем прибавку через 1 столбик. Всего должно получиться 18 столбиков. Вот у нас первый столбик, в следующую провязываем 2 столбика, следующую 1 столбик, далее снова 2 столбика, 1, 2 столбика. И так провязываем до конца. Далее 6-й ряд вяжем без прибавок. В каждую петлю провязываем по 1 столбику. Всего получается 18 столбиков. Теперь пришиваем ушко. Одно я уже пришила. С этой стороны мы, если считать вот по вот этим рядам, я отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пришиваю ушко между, получается, 6 и 7. И начинаю вот здесь вот с этого места. У нас здесь идут соединительные столбики. И вот прямо с этого края я начинаю пришивать. Завожу иглу в петлю. Далее мы находим следующую петельку, заводим сюда иглу, и с этой стороны мы захватываем на ушке вот эти вот косички с обеих сторон. Вытягиваем. Дальше иглу заводим сюда же, откуда мы ее выводили.
Хорошо затягиваем. Далее находим следующую петлю, захватываем ушко, иглу заводим сюда же, откуда выходила. Находим следующую петельку, захватываем на ушке косички. И таким образом мы прошиваем ушко до конца. Шапочка наша готова. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Не забудьте подписаться на мой канал и вяжите вместе со мной.